Ну что, вот у меня и перегорели лампы подсветки заднего номера. Хотелось бы их поменять, да не знаете, как вообще снимаются теплофоны и как возможно добраться до цоколя. Если обратиться в сервис, то за такую работу он возьмет 1000 рублей за замену одной лампочки, 1500 за замену сразу двух. Ну, все-таки за объем работы должна быть скидка. В этом видео я покажу, как можно своими руками легко, быстро, просто поменять лампы и вернуть долгожданную подсветку своему номера. А я в данном случае не буду менять эти лампы, я поставлю вот такие вот светодиодные, которые я заранее прикупил с AliExpress. Красивые, потому что мои уже какие-то достаточно затуманенные. И вместе мы с вами проверим в этом видео, как они светят и насколько хорошо подсвечивают мой номер. Чтобы добраться до цоколя фонариков, нам нужно забраться под обшивку задней двери багажника. Здесь часто есть вот такие лючки, под которыми мы можем обнаружить какие-то цоколи. Но, как правило, они идут на сигнал заднего хода. Значит, нам нужно разбирать обшивку дальше. Обшивка, как правило, держится за счет клипс. Но иногда, вот, когда есть такие ручки, под ними прячутся определенные болты. Нужно найти место, где можно будет открыть заглушку. Да, вот они, две штучки. Выкрутить их и уже начинать отрывать саму обшивку от клипс. Головкой на 10. Больше никаких заглушек я не нашел, так что можем начать разбирать дальше. Единственное, что надо смотреть, какие панели находят на что. Вот я вижу, что вот эта панель, она находит на основную заднюю большую. Значит, ее нужно будет снять первой. И также вижу, что посередине панелька, она находит опять на боковые. Значит, самую первую необходимо будет снимать вот эту панель. Посмотрите сюда, вот эта основная большая панель, ее удерживает вот такая клипса. Она была спрятана как раз за боковой панелью, поэтому мы все правильно сделали, что ее снимали в первую очередь. А с обратной стороны мне мешает вот эта тяга, поэтому ее я тоже сниму. Страшные звуки, но все, в принципе, хорошо. Ничего не ломается. А теперь самое время снимать основную панель.
Опа! По голове получил. Перед тем, как полностью его снимать, нужно быть очень аккуратным, потому что здесь есть проводка для вот этой кнопки. Вот она. Вынимаем штекер и отсоединяем аккуратно. Вот и все. Наша замечательная панелька, я тут ее когда-то уже зашумливал. Здесь использованы только легкие шумопоглощающие материалы, потому что нам ни в коем случае не нужно, ну и не хотелось бы утяжелить саму дверь, чтобы она открывалась. Лишняя нагрузка будет на моторчик и на эти направляющие пневмоупоры. Итак, после съема обшивки можно уже легко обнаружить, где находятся лампы нашей подсветки. Вот раз, вот два. Легко и просто повернуть, вынуть ее. Вот она, эта лампа перегоревшая. Также легко извлекается. И также легко отсюда можно снять сам плафон. Вот этот зажим, надавив на который без труда можно вынуть плафончик. Если кому-то когда-нибудь будет нужен, вот его номер. Он уже, конечно, за это время подизносился, стал какой-то матовый, грязный, вон трещинка пошла, ну и поналипли там букашечки. Сравним с нашим светодиодным. В сравнении вообще отличий никаких нет. Кстати, вот такие светодиодные, они подходят и на Forester, на XV. В принципе, их Subaru очень часто использует одни и те же компоненты. Защелки крепления те же, осталось только проверить, подходит ли этот штекер. Не сразу ее туда вставил, не пришлось понадавить, потому что вот эта вот мягкая прокладка вспененная, она не давала усикам как следует зацепиться. Так что пришлось с одной стороны, с другой стороны прям надавливать, дай дорогу. Думал, сейчас его полностью обломлю. Но все, он на своем месте, хорошо выглядит, хорошо держится. Осталось только подключить. Единственный момент. Здесь теперь вот этот штекер, он не садится внутрь, то есть он не закручивается так, как был на старом. Сюда, получается, вот вставляется этот проводок со штекером, как за место лампочки. Можно, конечно, отключить и какими-то другими... Можно, конечно, клемму скинуть и отсюда прям напрямую подключиться, но, в принципе, все так предусмотрено, чтобы мы как за место лампы его тут подключили. Входит хорошо. Просто чтобы он не болтался, ну, надо будет, скорее всего, как-то заизолировать его здесь, вот, чтобы он не бился по дороге. Ну и вот так вот спрятать. Давайте проверим, как он теперь будет светить. И будет ли светить вообще. Ну как? О, отлично. Ну, вообще, яркий, мощный. Класс. Сейчас давай второй такой же поставим, будет в 2 раза более мощный. Ну и тяжело же они вставляются. Получается, сначала нужно вставить вот этот заусенчик, а потом уже вдавливать, и чтобы вот этот с обратной стороны зашел внутрь. Так как это новые прокладки, которые там, они такие жесткие. Вот видно, что на старых прокладках вот даже выемка есть где-то вот миллиметр. Вот так вот они были, вот так стали. Поэтому они легко, конечно, защелкиваются, выщелкиваются. Уже придавились, притоптались. Вот, с новыми немножко придется попыхтеть. Чтобы она здесь не болталась, можно либо на изоленту, либо вот на стяжечку сделать. И также аккуратненько пройтись. У меня есть такая мягкая материя. Антискрип называется. Можно как раз сюда будет и наклеить, чтобы в случае, если там на кочках прыгаешь, чтобы ничего не билось и не было вот такого раздражающего звука. А так порядок.
Ничего шуметь не будет, да? Отлично. Все, установка прошла, отлично светит, я даже не ожидал такого эффекта, теперь даже если парковаться буду, намного больше освещения. Здорово, классно, на этом можно было бы остановиться или пойти чуть-чуть дальше. Я собираюсь добавить немножко освещения для багажника. Показывать весь процесс я не буду, потому что это не входит в формат нашего сегодняшнего видео, но в краткий курс я введу. Я собираюсь протянуть проводочек от этого плафончика освещения салона, проведу здесь вот проводок, аккуратненько его закреплю и выведу сюда. Также прорежу в пластике небольшие отверстия и поставлю вот эти светодиодные лампочки. То есть дополнительно вот здесь они будут, как раз на вот этих панельках. Как раз я вот на этих съемных панельках просверлю отверстие, и будет вот такой замечательный глазик торчать. Вы сами видите, что этот плафон дает достаточно мало освещения, поэтому вот эти замечательные светодиодики должны будут исправить всю ситуацию. Несколько фрагментов, как все-таки шла работа и какой результат, я в это видео вставлю. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Проводку я практически закончил, кнопочка отлично получилась. Вот она. Осталось только собрать пластик, но перед тем, как я его соберу, хочу показать, что, не знаю как у вас, у меня пластик именно на дверце багажника сильно поизносился. Он, в принципе, был от старого владельца, немного здесь вот поцарапан, но и в процессе моих перевозок тоже вот появились такие царапины. Их, конечно, можно попытаться убрать промышленным феном, но вот такие глубокие, они все равно останутся, ничего с этим не поделаешь. Поэтому я съездил, прикупил вот такую мягкую материю специально для обивки салона, и сейчас ее собираюсь наклеить. Вот она черного цвета, на ощупь очень приятная. Тем самым я закрою царапины и сделаю крышку багажника чуть более защищенной, чуть более теплее, чуть более бесшумней. You think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? And 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 will you get bored of killing me? Все, закончили, простая процедура оказалась, ну, немножко пришлось разобрать багажник. Ничего страшного. Теперь вы знаете, как это можно сделать. Делать своими руками и экономить какую-то денежку в кармане. Если что-то сэкономил, то почти как заработал. Если это видео было полезным и познавательным, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире и пока. And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me?